6 месяцев прошло с момента запуска моей программы. Программа «Деньги от апостола» заключается в том, что я плачу деньги за информацию. За 6 месяцев я выплатил более 50 миллионов русских рублей. Я плачу на карты банков РФ напрямую, на иностранные карты, на телефоны или же в крипте. Способы изучены, известны, вопросов ни у кого не возникает. Мне нужна информация от военных непосредственно с линии боесоприкосновения, а также от военных, находящихся в тылу, начиная от рядового состава и заканчивая старшими офицерами. Сейчас появилась необходимость в информации от МЧСников, сотрудников аэропортов и сотрудников НПЗ. Приоритетная связь по WhatsApp. WhatsApp не прослушивается. То, что вы получаете себе на телефон смс-ки, что ФСБ все контролирует, это все ложь и чушь. Второй канал связи – Telegram. Потом электронная почта для староверов. Пишите, отвечу всем. Если информация интересна, поговорим голосом. Информация всегда проверяется. Деньги наперед не платятся. Еще раз, меня зовут Владимир, я журналист. Можешь задавать мне какие-то свои вопросы, можем говорить на «ты», на «вы», как удобно. Есть какие-то вопросы до начала интервью? Да, вроде пока нет. Вроде пока нет. И, может быть, что-нибудь интересует? Потому что мама не ответила пока что. Ничего. Ничего пока страшного, думаю, нет в этом. Если это, прошу перезвоните на экран. Дозвон, думаю, можно же сделать будет. Ну, ты вызвался побеседовать со мной зачем? Чтобы домой позвонить? Ну, и говорили за вас, что как бы есть шанс, что все-таки побыстрее обменяют. Я это ранее тоже слышал здесь. Да есть шанс, что побыстрее обменяют, если ваши сделают что-то, чтобы побыстрее обменяли. Ну, Я всего лишь даю площадку для того, чтобы показать, что вы действительно в плену, не пропали без вести, не погибли и так далее. ну, я числюсь вроде как по вашему без вести. Числишься пропавшим? Вроде как да. Подсунься ближе к столу. Ага. Ну, даете ли вы добровольное согласие на запись публикации Да. вашего интервью? Фамилия, имя, отчество, дата рождения откуда? Военнопленные. Это секретная информация. Вам она не нужна. Откуда? Это секретная информация. Вам она не нужна. Контрактник. Контрактник. Добровольно подписал. Добровольно. Мотив. Ну, я ранее особенный. С зоны. Да. Был в Зетках. В этом Шторм Зет был? В. Шторм В. Шторм В уже телевизор Да. какой-то, да? Пошел добровольцем по зову сердца. То есть, ну, мотив это добровольцем по зову Да. сердца. Это не очистить биографию, не освободиться и не денег заработать. Нет, именно по зову сердца. Чем? Поскольку у нас рассказывается то, что здесь убивают детей и все в этом роде, поэтому мне стало как бы жалко, я это все видел по телевизору и пошел защищать. А сам-то за что сидел? Сам за бывшую девушку. Что? Ну, с бывшей девушкой плохо расстались, поругались. Побил ее, что ли? Ну да, Я так понимаю, там средние телесные? Да, средние Тяжкие? среднюю. Сколько лет дали? Дали 9. Частично оправдан 8,5. Мне кажется, лучше бы ты не бил свою девушку и не ходил сюда защищать детей. Ну, то, что с девушкой, это как бы лично, это уже осталось, как бы, думаю, в далеком прошлом. Не, ну я понимаю, в действительном настоящем ты пошел защищать детей, которых убивают. Что ты вообще об этом знал? Ну, то, что показывали по телевизору. Ну, что Меня это? здесь не было. Что это? перед временем. Перескажи, что ты видел по телевизору? Ну, то, что стреляют со стороны Украины по Донбассу, ЛНР. То есть, ну, мне стало и людей жалко, и детей жалко, потому что многие гибли. Сердобольный. Сердобольный. Ну, можно сказать так, да. Сколько не досидел? Не досел, 2,5 года. 2,5 Да. осталось. Ну, в принципе, не так уж и много, да? Ну, не так много, да, согласен. Ну, подтвердились ли твои предположения? В чем они подтвердились, в чем не подтвердились? Да я ничего особо-то не успел увидеть. Людей я не видел, то есть с мирными жителями я не общался. То есть, ну, и информации никакой особо-то и не знал. Сколько ты провоевал всего? 3 месяца. 3 месяца? Да. Потом был контужен и попал в плен. На каком направлении? Донецкое направление. Донецкое направление.
Точно не знаешь, да? Под Солидаром где-то. Под Солидаром. Да, то есть Понял. где именно, там не знаю. Понял. Под Солидаром Донецкое направление. Что видел за 3 месяца? Леса, полки. Что еще я мог? Ну, и город Солидар, и все. А он еще есть? Есть. Что в нем есть в городе Солидар? Дома есть, и квартиры есть, не разрушенные. Ну, местами, да, есть как бы разрушенные дома, где-то сгоревшие, но в большинстве все равно случаев оно все целое. А местные жители есть? Ну, говорили, есть, но я не видел. Не видел. Ну, довольно немало, 3 месяца, в принципе, ты там провел. Я так понимаю, у вас же какие-то ротации были. Вы заходили в город, наверное же, из города, правильно? Но мы туда заходили, когда уже он был под Российской Федерацией. Ну, он не под Российской Федерацией, он под оккупацией. Ну, оккупация, пускай. Можешь рассказать что-то о событиях? Каких именно? Ну, которые там с тобой происходили. 3 месяца – это не маленький срок. Обучение я проходил. Сколько? Ну, в общей сложности, ну, месяц точно есть. Так, остается 2 месяца. Ну, да. 2 месяца что-то происходило? Окопы, ну, учились копать, где-то проживали в лесополках. То есть ничего такого сверхъестественного я не увидел. Ну, там, я не знаю, погибшие, трупы вдоль дорог. Не видел. Погибших ни одного не вообще, было. да? Странно как. Вообще ни одного не видел. Даже странно. А и даже ни одного погибшего не видел за все Нет. время? То есть это довольно спокойно как-то вы там окапывались, да? Ну, вот в том-то и дело, да. стояли? Мы там целый месяц прожили в лесополке, и ни одного погибшего не было. И не прилетало ничего? Ну, было, но это прилетало где-то в городах. То есть мимо нашей лесополки постоянно. Понял. А как же в плен попал? Пошли на задачу вот под Солидаром. Так. Должны были удерживать какое-то место, там 51-я бригада должна была что-то взять, а мы вот именно как закреп. Ну и получилось так, что я пошел вперед, так как я первый шел. Мы не знали, куда надо идти, потому что нас проводник бросил по итогу. Начал уже, ну мы остановились, естественно, потому что, ну, куда идти, собственно говоря. Нас прибегает командир, начинает автоматом махать, идите вперед. И мы всех дружно сказали, куда идти, скажи просто, куда. Мы не знаем, местности не знаем, естественно, потому что ни карт, ничего нет. Он говорит, давай вот вперед по тропинке. Ну, по тропинке, так по тропинке, там, то есть подъем на гору. Бог с ним. И я поднялся самый первый, и там как раз вот украинские войска были. То есть мы даже не знали, что они там. Меня мои бросили, и под утро как раз начали бить по тому месту, где меня держали. И я был контужен от взрыва птички. То есть, что за птичка была, я не знаю, я был в блиндаже. Мне пацаны помогли с украинской стороны. Там и воды дали, потому что, ну, после контузии сушняк начал бить, я начал задыхаться. Ну, и помогли. Я нахожу фото Солидара. Да, я знаю это место. Знаешь? Так это называется неразрушенные квартиры? Ну, в самих квартирах, как бы, ну, и есть нормальные помещения еще. Более-менее в Ну, состоянии. прикольно, что ли? Нет, вот это здание, да, я знаю, что оно разрушено, оно рядом. это А просто- там внутри более-менее есть еще нормальное состояние. Более-менее. Я не говорю, что оно в идеальном, конечно, состоянии. Оно не то, что не в идеальном, оно непригодно для жизни. Ну, так, Потому да. что то, что в квартире, ну, где-то остались стены там и подобие того, что оно осталось, в общем, это не говорит о том, что там можно жить. Ну, это политика. Мы всего лишь военные, нам дали приказ, мы выполняем. О, стоп. Так по зову ж сердца. Ну, мы же не уничтожали этот город, не разрушали города. Я вот от наших ни разу не слышал за 3 месяца, что мы убили какой-то именно город, то есть разбомбили, уничтожили. Давай пойдем путем простой логики. Пока вас там не было, он так выглядел, этот город? И меня там не было. Ну, исходя из того, что я видел, то нет. Хорошо. Потому что находил я фотографии там, где люди проживали. Я То, понял. как бы, да, состояние было достаточно лучше. Я покажу несколько городов, как они выглядели с 14 по 22 год. Просто общие планы. Это Мариуполь.
И это Мариуполь. Ох ты, блин. Это Северодонецк. И это Северодонецк. Видишь? Это Авдеевка. И это Авдеевка. Бахмут, это рядом совсем с Солидаром. Ну, меня там не было, не знаю. Да, я понял. Бахмут. Ну, меня там не было. Я понимаю, я же сказал, путем простой логики идем. Пока вас там не было, и тебя в том числе, города были в порядке, люди жили, детей растили, семьи, магазины, парки, ну, в общем, все как обычно. Теперь пришли вы с чистым сердцем, да, как ты говоришь, чистые намерения. Ну, я, да. И городов нет. Что ты можешь об этом сказать? Я не знаю даже, что сказать на это. Из наших рассказов, то есть то, что со стороны Украины бьют города. То есть я не видел, чтобы наших хоть раз что-то там кидали, такие, то есть какие-то гранаты. Вот именно когда вот в Солидаре я самому, то есть я могу от этого только отталкиваться. Ладно, хорошо. Почему Украина бьет? Я сильно в политике не так силен, так скажем. Так, То это рассуждение надо смотреть с точки политика. зрения Владимира Владимировича Путина нашего и Владимира Зеленского. Владимира Владимировича Путина. Давайте его послушаем, что ж. Почему бы нет? Зачем и почему? Попробуем понять. В наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому Это 24 февраля. не собираемся навязывать силу. Появление российских войск под Киевом и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту страну. 16 У нас марта. нет такой Я цели. вижу. Что касается Вот его длительного процесса спрашивают. результатов СВО, ну, конечно, Результаты. длительный процесс может быть. Так, но потом вы упомянули о том, что появились новые территории. Ну вот и такой все-таки значимый результат для России. Зеленского мы слушать не будем, потому что он никаких СВО не объявлял, войска никуда не вводил, по крайней мере, на чужую территорию. И, собственно говоря, вся его риторика заключается в обороне наших городов, в которых жили наши люди и жили нормально. Что можно понять из речи вашего Владимира Владимировича? Ну, то, что никакой оккупации не планируется, то есть и не планировалось. Насколько мне известно, по крайней мере, что проводились там голосования, Украина ушла сама, как бы добровольно. Подожди, ну что, голосование это потом поговорим. Из этой речи что понятно? Но оккупация никакой не планировалась, не планируется. А последняя реплика? Ну, каждый по-своему это рассуждает, так можно сказать. В смысле по-своему рассуждает? Ну, я смотрю с точки зрения, что он ничего плохого не собирается делать в стране Украины. Правильно, последняя реплика. Еще раз тебе ее включить, Ну, ты да. не запомнил? В наши планы не входит оккупация Украины. Еще раз. 40 Мы секунд. никому и ничего не собираемся Громче навязывать сделаем, силу. может, ты не услышал. Появление российских войск под Киевом и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту страну. У нас нет такой цели. Что касается длительного процесса результатов СВО, ну, конечно, это длительный процесс, может быть. Так, но потом вы упомянули о том, что появились новые территории. Ну вот и такой все-таки значимый результат для России. Ну, Последняя реплика. появились новые территории, они ушли добровольно, то есть их никто не принуждал, то есть начнем все брать с значит, Крыма, в Крым войска никто не вводил В изначально. Крым войска никто не вводил. Их ввели уже после того, как Крым сам согласился перейти на сторону России, насколько мне известно, Да. из новостей. Давай слушать опять твоего президента. Ты же ему веришь? Ну. Давай. Значит, Крым не является никакой спорной территорией. И Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Это были российские солдаты или нет? Это были местные силы самообороны. За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие. Я не скрываю. Конечно,
Это факт, мы никогда его не скрывали. Наши вооруженные силы, прямо скажем, блокировали вооруженные силы Украины, расквартированные в Крыму. Он ничего такого тут, я не вижу, что он что-то сказал такого, неправдивого. Если так брать, то Хрущев так-то Украине сам отдал Украину. Ну, это Украину, Крым. В 1900. То есть ты слушаешь и не слышишь, да? Или ты не хочешь как бы вообще услышать? Ты только что сказал, что никаких войск российских там не было. Вот так президент говорит, что ваши войска блокировали войска Украины. Так они появились там после чего? После того, как Крым вступил в Россию. Кто тебе такое сказал? Так это было изначально, даже и видно по новостям, что и говорилось так же. Ты знаешь, что ранее также и на Украине не было в 2014 году. Ты, наверное, иди дальше смотри свои новости. Вот. И, наверное, если будет необходимо, то есть если сейчас вернешься, тебе скажут снова сюда идти, ты снова сюда пойдешь, правильно? Да. Да? Все, иди смотри новости. Чем мне с тобой разговаривать? Почему так? Потому что ты вообще не знаешь ничего. Потому что до того, как Крым якобы вступил, там появились так называемые зеленые человечки, без опознавательных знаков. Это и были те войска, о которых говорит твой президент. Именно они блокировали войска Украины. Потом, после захвата облгосадминистрации и других правительственных зданий, они там поставили своего псевдопремьера, который называется Аксенов, фамилия его. После этого были проведены псевдореферендумы. А референдумы не проводятся под дулами автоматов. Это неправда. Это вам так рассказали. На самом деле этого не проводится. Вот. И поскольку я вижу, что ты этого ничего знать не хочешь, да, и как бы я тебе ставлю, включаю, да, я не хочу тебе, я не хочу проводить лекции. Нет, я вижу, что ты сейчас вернешься в Россию, тебя вернут сюда обратно. И единственное, что... я уже сюда не вернусь, это 100%. Ты же только что сказал, если тебя вернут, то ты вернешься. Я не говорю, что я вернусь. Я вот уже увидел достаточно. Я еще, когда меня взяли в плен, ребята вот со стороны ВСУ, мы с ними общались, я им сразу сказал, я говорю, я сюда не вернусь. Почему? Да потому что я увидел просто то, что вот уже происходит здесь. Как нас бросают просто на мясо. Мне этого хватило. Зачем? Ты не вернешься, потому что вас бросают на мясо. А зачем? Ради чего? Ради чего я должен здесь тогда умирать, если меня просто ко мне отнеслись понятно. к мясу? То есть ты понимаешь, что ты сюда не вернешься, потому что к тебе отнесутся как к мясу. Но в принципе то, что делает твоя страна, ты поддерживаешь. Уже нет. Как это нет? Потому что, если вот я же говорю, брать из истории, я прочитал одно. То, что я увидел. Я ни хрена не понимаю твою позицию. Ты только что поддерживал оккупацию Крыма. Ты только что поддерживал оккупацию Донецкой, Луганской областей. Говорил, что там все нормально прошло вообще. Там люди сами захотели. Только что ты это говорил. Сейчас ты говоришь, что ты уже как-то не поддерживаешь. Вот я увидел вашу точку зрения. Я увидел что-то вот именно из фотографий прошлого. То есть, до этого нам, конечно, рассказывают, что вот у нас Украина вся вот такая вот плохая, вот мы такие все хорошие. Конечно, пообщавшись, в смысле, вот сейчас с вами, я сделал определенные тоже выводы. Пообщался с военнослужащим ВСУ, с которыми мне также довелось пообщаться, то есть они что-то мне рассказали. То есть, естественно, я делаю определенные выводы для себя, то есть я и здесь со многими, у нас многие уже здесь отказываются ехать обратно именно сюда. Кто-то судиться будет, кто-то там то есть, все по-разному будут доказывать то, что сюда не стоит возвращаться, потому что здесь уже, нам делать нечего. Потому что если верить тому, что вот нам говорят по телевизору, это 90, как минимум, 80-90% это ложь. Поскольку это провокация. У нас говорили, что вот мы такие хорошие, мы должны защищать людей, то есть, а получилось все наоборот. Я вот вижу так. Тут ты рассказывал, что это все Украина бьет по городам. Тут оказалось, что все наоборот. Мне, к сожалению, не довелось просто увидеть, что бьет якобы Россия. Вы вот видите, к сожалению, говорите, да. К сожалению, ты просто если услышать не интересовался. Слухи, нет, зачем? У нас вот даже ребята рассказывают, что видели лично, что, если не ошибаюсь, ураган, что ли, по-моему, развернулся и сначала ударил в сторону Украины, потом в сторону России. Это видели ребята у нас. Это было буквально, суть в том, что они вот в плену, плюс-минус, пускай полгода, 7 месяцев назад. А это началось с 2014 года еще.
Так, чтобы ты просто знал себя. Ну, в 2014 году... В 2014 году, да, я тебе могу и видео эти показать, просто я не хочу этим Ну, понятно. В заниматься. 2014 году я был ребенком еще. Да, Я был ребенком. Мне даже так вот, в 18 2014 не было. году они постреляли по тому же Донецку и постреляли по нашей стороне. А в новостях написали у себя, что это мы обстреляли Донецк. Потому что нужно было как-то эту агрессию раздувать. А так, чтобы не ходить очень долго по всей этой истории, ну, надо не иметь мозгов совсем, чтобы не понимать, что есть вот Украина, есть вот Россия. Взаимопризнанные территории. Ну, Ни вашим войскам в Крыму, этим без опознавательных знаков, ни уж тем более на Донбассе, нечего было делать просто, и все. Вот тебе истина, как белый лист. Но если была бы у меня возможность пообщаться с Путиным, я бы ему также, в принципе, объяснил полностью прям все подробности происходящего. То, что вот если взять, вот пообщаться со стороны военнослужащих Думаешь, России, он со не стороны... понимает, да? Ну, я думаю, ему не все даже рассказывают. Ну как же не все Потому рассказывают, что- если я тебе показываю. Человек говорит своим языком, говорит, что у нас не входит в планы оккупация территории. Не входит. Ну, А потом говорит, вот у нас появились территории, чертит что-то. Это значимый результат. Так значит, война идет за территории, наверное. ну, же. получается так, да. В данном случае люди умирают, чтобы был хорошо президент. Люди у нас, вот именно взять вот тех людей, говорю, с которыми я здесь, люди, никто не хочет уже возвращаться сюда. Ну, как минимум, из здешних людей процентов Ну, я тебе 50-60. скажу так, из всех тех, с которыми я пообщался, я видел одного, который до такой степени просто повернутый, что ему скажут, он снова поедет. Остальные нет. Я нет. А я одного видел. Я не хочу сюда лично обратно. Да, война идет за территорией. И да, на этих территориях все было нормально. И на Донбассе до 2014 года вообще все было прекрасно. Процветающий регион Украины. Все хорошо там было, никаких проблем там не было. И только в 2014 году, когда туда поперлись ваши наемники, все началось. Наемниками ты можешь называть добровольцев, там были и кадровые, и не кадровые, какие хочешь. Ну, понятно. Но это началось тогда. И началось это как раз с Крыма. И когда ты говоришь, что народ же, люди же сами захотели, но ты должен был как минимум, чтобы делать такие утверждения, приехать туда при Украине и как социолог провести срез мнений, какой процент за Украину, какой процент чем-то недоволен, почему недоволен, по каким причинам, кто хочет жить в Украине, кто хочет жить в Украине автономно, кто хочет присоединиться к России. И вот если бы ты провел такой социологический опрос, то опираясь на него, ты мог бы говорить, что люди там как-то куда-то захотели. А если Донбасс 4 миллиона населения, из которого 2 миллиона вообще просто им пришлось уехать в связи с начавшимися боевыми действиями, Ну да, чтобы себя то обезопасить. говорить о том, что там что-то люди решили. Я сейчас в лагере, вам тут сейчас поставлю 2 урны для голосования. Приедут люди, которые приставят к вам в голове автомат. Ну, И вы проголосуете за как надо. присоединение к Папуа и Новой Гвинеи. ну, И с согласен. флажками будете стоять, махать. Так вот, после того, как войска одной страны заходят на территорию другой страны с оружием, никто и никаких референдумов там никогда и не признает. Надо быть совсем просто безнадежно тупым, чтобы в такое верить. Поэтому эти все референдумы, поэтому даже Беларусь, ближайший вообще сателлит России, даже Беларусь не признала этого. Уже не говоря за цивилизованные страны, которые смотрят и говорят, ну слушай, вы что, шимпанзе? Да не, ну, люди так. Так люди вроде. Ну да, то есть... Так люди. Ну так люди, которые верят, что после того, как ваши войска зашли с оружием на какую-то территорию, там может пройти какой-то честный референдум. Серьезно? Да, мои утверждения, пожалуй, даже, я бы сказал, не особо верны, поскольку, я не общался с таким большим количеством людей и не доводилось мне рассуждать о более таком масштабном. Это даже не четверть аргументов, там, каких-то видео, там, каких-то доводов, которые я мог бы привести. Ну просто я, серьезно, это как-то вот все уже... Знаешь, мне достаточно того, что ты
обратно сюда не пишу. Когда ты сказал Я- первый раз, что я- поеду, я такой думаю, ну, да и ну все, хер. Надеюсь, тебе второй раз так не повезет. Не то, что надеюсь. Как ты оцениваешь шансы выжить вообще? Ну, вот именно смотря, если второй раз возвращаться или как, или шансы выжить, если ты сюда в первый раз едешь. В первый раз ты сюда приехал, у вас контракт, я так понимаю, сейчас до конца 2 года у меня. Хорошо, пусть будет 2 года. Вот 2 года выжить в боевых Нет. действиях. Нет. Нету шансов столько выжить. Шансов выжить вообще, ну, то, что ты погибнешь, 96%. И лишь при малейшей там какой-нибудь маленькой удаче 3-4% тебе повезет. Но это, ну, безнадежно рассчитывать. Единичный случай. Это вот ранение в лучшем случае. Вот эти вот 3-4%. Ранение или плен? Ай? Ранение или плен? Ну, в общем входит тогда, получается, в 3-4%. В плен то, что ты можешь остаться в крайнем случае тут до конца войны. И по ранению, если там, ну, не дай бог, что серьезно. Как раз таки вот до конца войны я не хотел бы, чтобы вы здесь оставались. И это моя главная, собственно говоря, цель Ну, общения потому с что, вами. да, нас выгоднее обменять на ваших людей, я Конечно. согласен. Конечно, вы нам здесь до Мы не конца нужны войны, здесь так же, как и после войны, и до войны, и в принципе вообще никогда были не нужны. Ну да, нас еще несколько столетий будут ненавидеть, как ребята сказали, да, с которыми я общался. Доведется. Я думаю, что это уже навсегда. Ну да. Это я еще не показал прилеты российских ракет по украинским городам. Ну дай бог, чтобы... Алло. Алло, добрый день. Меня зовут Владимир, я журналист из Украины. Ваш сын в плену в Украине, вы вообще об этом знаете? Да. Как давно вы об этом знаете? Ну, с 1 февраля. То есть От уже Красного Креста она узнала. у него есть статус военнопленного? Да, кстати, мам, Нету. есть? Нету? Нету. Будете с ним разговаривать? Нет. Да, хотел. Разговор у нас под записи для публикации. Главным образом меня интересует, чтобы вы узнали про ваш статус военнопленного. Угу. Привет, мам. А как нужно вообще это зафиксировать? Привет. А где можно, не подскажете узнать статус военнопленного вообще? Как вы думаете? В Министерстве обороны на сайте? Один вариант. Второй вариант. У вас есть какая-то военная прокуратура, наверное, которая занимается вашими правами, да? Ну, наверное, да. В военной прокуратуре, мам, еще У вас, можно. наверное, есть военкомат, за которым вы Я уже числитесь. везде обращалась. Или военная Пока часть, за статус которой вы нет. числитесь. Ты везде обращался уже по этому поводу? Да. Она обращалась везде. А чего им не Я не хватает? могу доказать. Мне нужно вот видеосвязь, вот эту вот, как-то ее записать. Как это можно сделать, чтобы показать? Возьмите второй телефон и запишите. Если Есть второй телефон? Сейчас, секунду. Ну, вообще это видео... А кем, мам, я числюсь вообще? Мертвым, 300-м, раненым? Без вести пропавший. Без вести пропавший. Без вести? Ну, на видео. Мам, а не подскажешь, ты посылку отправляла, нет вообще? А? Посылку отправляла, там денег ложила на счет, я просил? Да, отправляла. То есть ты разобралась, да, как все это, что делается? Да, в прошлом. Видеосвязь. Видеосвязь. А как давно ты сделала это? На той неделе. На той неделе. Все, ну и мне для себя, знаешь, чтобы посчитать. В субботу. Как тебя самочувствие? Ну, я был контуженный, когда меня взяли в плен. По мне, я так понимаю, ударили птичкой, которая била Российская Федерация. Подожди, сейчас съемка идет, ага. Так, что там еще? Вот, и когда меня взяли в плен, мне вообще помогли эти военнослужащие ВСУ, потому что я был контуженный. Ну да, потом как бы еще и тяжкие телесными у меня были. На ноге была гематома, то есть, возможно, у меня сустав ноги поврежден. Ходить не можешь? Нет, ходить я могу, но если долго, то есть и вес большой у меня берется, то все, я не могу, то есть уже это переносить. Понятно. То есть, по идее, когда меня должны вернуть, у меня будет реабилитация и медицинская помощь. Понятно, И потом мне дают 2 недели отпуска, я приеду домой еще. Ясно. Боже, вы одного понять не можете. Он находится в плену в Украине. Я И нахожусь в плену Украины. Совершенно не важно, в какой части Украины он находится в плену. Важно, чтобы вы его захотели, ваша сторона захотела его забрать. Просто проговорить
проговорите, пожалуйста. Да, хорошо, пожалуйста. А, что именно проговорить, мам? Скажи, что Что ты я вот- такой-то, что ты такой-то, нахожусь в плену. Я военнопленный. Это секретная информация. Вам она не нужна, так что вот так вот. Был взят в плен с 26 на 27 декабря 2023 года под Солидаром. Все, понятно. Теперь понятно. Чтобы это просто передать эту информацию. Да. Ну да, там военкомат, военную прокуратуру или Да, через да, сайт я Министерства отправлю обороны. видео. Да. Все ясно. Ну так, в целом у меня все нормально, то есть меня не обижают. Вот честно скажу, ну, относятся действительно хорошо. Ясно. То есть- Ну хорошо, слава богу. То есть как бы в этом плане не переживайте, все нормально. Как Антон с Надей, нормально все у них? Не в шоке, Всё ничего не нормально. переживают там? Ну, уже в шоке уже нет. Вот 1 февраля, когда позвонили, Угу. что ты живой. А так мы, конечно, везде были уже. А, то есть Красный Крест сам позвонил, да, вам? Или... Да, нет, сначала парень позвонил какой-то рано утром, Ага. потом позвонил Красный Крест, а вечером еще один парень позвонил. А что позвонили эти два парня, ничего не говорили? Ну, сказали, где ты находишься. А, ну это, скорее всего, те, кто уезжали отсюда, я всем потому что передавал номер, чтобы Да. тебя оповестили. Да. Просто мне дали здесь Да, позвонить да. 3 минуты, за эти 3 минуты у меня было время только сказать тебе, как отправить посылку и как положить денег на счет, чтобы я мог тебе позвонить уже, ну, как на этом, на УТБ, когда ранее был. Ну, вот. Понятно. Ну, просто я так и не поняла, как ложить деньги на счет. Никто мне так и не ответил. А, то есть тебе так и не объяснили, как положить денег на счет мне? Нет, никто не знает как. То есть я вот везде обращалась, никто не знает как. Ну так, что, все в целом у вас нормально, да? Ну, слава богу, что у тебя все хорошо. Да. Живой, здоровый, тоже хорошо. Ничего страшного. Страшно только то, Ясно. что попал в плен, как бы, и вообще вот Ну, в понятно. сложившуюся ситуацию. Это страшно. Мне кажется, страшнее Я- было бы, если бы ты не попал в плен. Ну, если погиб бы. Ну да. Это Согласен. не хуже разве? Ну, конечно. Ну, хорошо, спасибо, что дали позвонить, что сняли видео. Ну да, сохрани Дайте вот я это видео. один вопрос задам. Потом. Да, спасибо. Добрый день, моя фамилия Золкин, я журналист. Да, спасибо. Меня уже писать не обязательно, они меня и так знают. Ясно. Хотя можете писать, Спасибо если, большое. можете писать, если вам сильно хочется. Я и все равно Да, буду здесь это потом видео еще публиковать потом. Просто оно поговорим. может быть опубликовано, там, не знаю, через месяц, а вам нужно уже идти и как бы, да. ну, чтобы вот как бы как-то забирали на обмен. Вот скажите, пожалуйста, ваш сын, он говорит, что он пошел сюда с чистым сердцем, там, защищать кого-то пошел, да, захотел. А когда пришел сюда, оказалось, что пока их здесь не было, таких как он, то и защищать, собственно говоря, не нужно было никого. Вот что вы об этом думаете? Я не буду отвечать на этот вопрос. Да, у вас могут к ответственности привлечь, правда? Сейчас статьи... Я не буду отвечать на этот вопрос. Давайте об этом не будем говорить. ну, На данный момент мне важно, чтобы я своего сына... вы думаете, мне сильно хочется об этом говорить? Мне хочется, чтобы зритель увидел, как россияне вообще боятся говорить, как их зашугали, какие они запуганные все. Нас никто не зашугал. Я просто не знаю, кто вы. Я тоже не знаю. Вы меня не знаете, и я вас тоже не знаю. Ну, я как минимум с вашим сыном, как минимум дал вам связь, как минимум представился, и причем здесь это вообще, кто я? Я же... Хорошо. Ну, я не знаю, какие ваши намерения. Сын это сын. Поговорим. Я буду добиваться того, Поговорим. чтобы сына мне вернули. Поговорить? Вот война идет, как вы к ней относитесь? Спасибо. Я больше не буду с вами разговаривать. Ну, все. В таком Это случае, надо было тогда лучше сестре звонить, она более бы пообщалась на эту тему. в таком У меня случае. сестра политик. Надо было дать телефон сестры, я бы пообщался. Я Кто- могу кто сейчас сестра? дать. Ай? Кто сестра? 18 лет и подруга. Ну как, а для меня она как подружка, двоюродная Ей сестра. 18 лет? Да. В каком смысле политик она? Ну, она любит на эти темы вообще пообсуждать, разглагольствовать. Поразглагольствовать. Вы понимаете, в чем дело?
Спасибо, Даша. Разглагольствовать, Да, сообщить разглагольствовать с людьми, которые черпают информацию из российского телевизора, Ну, это да, вот с этого согласен. путем видеосвязи, это не сильно хороший, не сильно рациональное такое занятие, да. Почему? Потому что, ну, им надо как-то, ну, что-то показать, да. Вот я вам показал одно видео, там, второе видео, вот мы с вами Но у нас вот общаемся этого не показывают. уже на протяжении 30 минут. И я как бы, ну, через 15 минут понял, что, возможно, теоретически до вас что-то, ну, может как бы доходить. Если ваша сестра сейчас будет пересказывать мне тезисы с вашего телевизора, ну, спасибо. Ну, вот она и будет это делать, Да. потому что она вот смотрит телевизор, также это. Ну, благодарю. Ну, тут как бы надо знать еще немножко другую сторону процесса. А для того, чтобы знать ее, да, ну, тут нужно хотя бы, ну, как минимум понимать, вот с чего начинал. Вот, например, вот ракета, которая прилетела в Харьковскую облгосадминистрацию. Видите? Вот смотрите. В каком году? А Тут зафиксировано все. Ух ты! Ну вот ваша сестра хотя бы вот видела этот кадр? Вот, мне интересно. Нет, такого, конечно, у нас не покажет. Так, начиная с 24 февраля 2022 года по всей Украине летят российские ракеты, летят российские дроны. Это облгосадминистрация, это не военный объект. Там люди, чиновники. Ну, у нас рассказывают, да, что военные только объекты. Ну, ракеты понятно, летят. что у вас рассказывают, да, конечно. Это что, военный объект? В Чернигове, Да нет, конечно. Похоже на это? Нет, это жилая Похоже, площадь. не похоже, да. Вот воронки от снарядов, вот в Сумы такой Да, мы же, слышали, например, по новостям прилет. смотрели, что что-то А там вот происходит. вот этот вот случай, он просто, ну, вот, знаете, не зацепит только мертвого, мне кажется, да? Только мертвого или только россиянин. Это Одесса в 22 году на Пасху. Отец пошел пасочку купить в магазин. Вот в это время это обыкновенный жилой дом. И Ну, вот я когда вижу, он да, пришел, убила 3-месячную девочку, его жену и, по-моему, тещу. Не добавить просто ничего. Я не думаю, что ваша сестра знает просто эти моменты. А показать я ей не смогу. Ну да, у Но нас... она сейчас начнет мне кричать, что мы бомбили Донбасс. Она сейчас мне начнет в телефон да. кричать, что мы бомбили Бомбас. Согласен. Именно что бомбили Бомбас. Да? Но она ведь не слушала военных российских, которые были на этом же Бомбасе, начиная с 2014 года. Ведь я уверен, что она не слушала этого никогда, ни разу в жизни. Ну так вот, для вашей сестры, может быть, чисто... Я могу сказать только то, что нам рассказывают, что у нас войска вступили только вот по началу СВО. Да, конечно. У нас ранее не было. А вот ваш военный Вам следующие слова. немножко по-другому рассказывает. Конфликт на Украине. Это военный? Это нет, это журналист. Все-таки нажал я. Если бы наш отряд не перешел границу, в итоге все бы кончилось как в Харькове, как в Одессе. Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных. На этом бы и кончилось. Это мои слова, я их сказал. Вот это военный. Фамилия его Гиркин. Да. И в принципе в них содержится правда. Я говорил то, что считаю правдой. Действительно, если бы наш отряд не пришел на Донбасс и не стал бы ядром сопротивления, ядром русской весны на Донбассе, то, скорее всего, без этого ядра русская весна была бы подавлена в завод. А вот это кто? Я не знаю. Не знаешь? Это Моторола. Моторола, это у вас он считается героем. И он сейчас находится в городе Донецк. И ему по приколу захотелось пострелять. Прикинь, может, сестра и этого не видела. Нет, конечно. А нам никто не А покажет. сейчас мог быть прилет, между прочим, вполне себе жилой дом. В Донецке. Это в самом Донецке? Да, это в самом Донецке. Это 14 год. Этого могла не видеть ни сестра, никто. До этого у нас никто и не видел, в том-то и дело. Да, и так по каждому эпизоду, по каждому. И вот тоже российский военный. Война началась
Это военный российский. Да. На Донбассе конкретно. Позывной его 13-й. И телеграм-канал у него точно так же называется. По-моему, он Не вагнеровец. только А, ополченцы, Вагнер. так называемые, и русские добровольцы, соответственно, один из которых был я. Ну и Министерство обороны Российской Федерации. Вот. Мы хоть и говорили, что наших войск там нет, но все те успехи, которые ополчение Донбасса понесло в 2014-2015 году, это заслуга российской армии, Министерства обороны, штатных подразделений Министерства обороны. Мы пришли на Донбасс и как бы помогали этим людям. Вот. А потом на 9 лет, на 8 бросили их. Ну, просто оставили там военные наблюдатели, позиционная война. Мы перед этими людьми в чем-то даже виноваты, я бы сказал так. Если кто-то считает, что там... Ну да, согласен с этим. Мы виноваты. Да, вы виноваты. Не Потому только, что если нет, вы он туда- немножко неправильно выразился. Мы виноваты не только перед людьми Донбасса, как он выражается, мы виноваты вообще перед Украиной. Все. Ну, он За не может сложившуюся так ситуацию. сказать, потому что он находится с российской стороны. Он и так уже слишком много правды выдал. Ну да. Тот Гиркин, с которого мы начали, он уже сел. А, его здесь Его посадили, уже- на Украине? Не, его там посадили. А, у в вас России? в России, да. Ну, сильно много рассказывал, как оно есть. Ты же не думаешь, что вот этот Гиркин, который изначально говорил, что он против войны? Нет, он не против. Он просто говорит, что недостаточно. Ему надо больше. Так вот, Это такие вот ультрапатриоты, да, и этот такой, и Пригожин был примерно ну такой же. да, я слышал с ним. Да, Пока он там что-то не начал в Ростове, да, что да, да. конфликтную ситуацию у него происходила. Я могу включить и жителей самого Донбасса, как пока они еще могли говорить, которые рассказывали как раз таки, что это с России прилетает. Так каких из этих жителей мы будем слушать? Да тех, конечно, которые проживают там. Тех или этих? Нет, показать тебе, как это вообще происходит, да? Чтобы ты просто, уже окончательно, может быть, понял, да? Вот смотри. Вот На, возьми в свою. весело в городе Возьми. Гуково, ребята, хуячит игра. Это город Гуково. Именно город есть такой? Какая там? Ростовская область, да, по-моему? Да, Ростовская область. Ростовская область. Это вот в 2014 году. Кто-то не поленился, зафиксировал вот это вот все. Как это вот все происходит вообще? Показал ландшафт, да, то есть так, чтобы, Ну, я так и понял. так, чтобы было понятно. Ну, фотографии, походу, с интернета вот эти связаны. Ну, он берет с Гугла, да, пользуется Google картами, ничего такого нет. А, ну да, он, вижу, Google. Он просто показывает точку, откуда Велся огонь. велся огонь. Все. Нижняя Ковалевка, И куда, ближайшая. и куда велся огонь. Направление огня. Луганская область. Новостные тенты за тот день. А новостные тенты следующие. С украинской стороны От Войсграда. мы пишем, да, что это место обстреляла Россия. Да. Но дело в том, что это место на тот момент уже оккупировано Россией. И То есть люди- он бил по своим? Да, это преддверие референдума, так называемого. И если это оккупировано, вот погибшие все, и если это место оккупировано в тот момент, для того, чтобы люди пошли... А, досмотри. Скажешь, Леха, в Чите, ебать. Вот это, в Норильске, вот видели, где я живу? Конечно, я не увидишь. А это, Смотрите, сколько людей. так, чисто по приколу, 21 год, город Донецк. Ну, праздник. Что? Ну, какой, что за праздник? Денег в Донецке. Я к тому, что этот город не выглядит, как который бомбят 8 лет. И город, который бомбят 8 лет, в нем вот такие сцены не ставят и салюты не запускают. Ну да. И в украинских городах, которые действительно 2 года бомбят, сцены не ставят и салюты не запускают.
Ну, спасибо, что А для, хоть того, открыли чтобы, а правду. для того, чтобы людям, которые живут в Гуково, сказать, что их обстреливают страшные укронацисты и нужно немедленно присоединяться к России, им говорят, что их обстреляли укронацисты. Так тогда вопрос, зачем он стрелял по своим-то? Я вот это вот не Я могу еще раз просто тебе понять. повторяю, для того, чтобы людям, которые там живут, чтобы они пошли на референдум, так называемый, и проголосовали за Россию. Им там местные паблики говорят о том, что их обстреляли укронацисты. И все те люди, которые живут под оккупацией, вот эти вот 8 лет, о которых говорят, Ну, они конечно. получают информацию тоже из российского телевизора. И тоже могут быть озлоблены на Украину, многие из них, потому что альтернативного источника информации у них нет. Ну, как вам сказать, я не видел ни одного нациста там за этот период Я времени. тебе больше скажу, ты и натовца ни одного не видел. Нет, ни натовцев, ни Да, поляков. потому что ты не мог их видеть. Кто там... Ты на карантине? И сейчас нет. Я Уже уже прошел. нет. Ну, уже прошел. А карантин. здесь не видел никого такого совсем прям не русского? Их тут, человека 2-3. Смотря какой из них. А скажи, откуда? Да я с ними не общаюсь. Я знаю одного, он работает в столовой, но он откуда, я не знаю. Не пальцев видел, например? Не пальцев? Да. А, нет, здесь не встречал. Но я не видел, Да, ну если ладно. только он в том бараке. Ну спроси, есть у нас они там или нет. Да, потому что с России сюда уже едут и непальцы, и сирийцы, и просто боюсь ошибиться, прям сильно темнокожие люди. Они зачем? А затем, что отправляют всех. Зэков, туристов, которых поймали, студентов, которым не за что заплатить за учебу, нечем заплатить за учебу, онкобольных, бомжей, всех. Даже так. Всех из России. Ну так ты посмотри, кто с тобой в строю стоит. Поинтересуйся, кто почему сюда пошел хотя бы. Собирают весь неблагополучный контингент, вешают им на уши лапшу, а потом происходит с ними здесь то, о чем ты уже говорил. Можешь повторить. Бросают на мясо. Что не ясно? Мне вот ясно все, что здесь как бы нет смысла возвращаться обратно. И лучше уж находиться где-нибудь подальше отсюда и вообще из России уезжать куда-нибудь. Это у тебя уже навряд ли получится сделать. Ну, в крайнем случае я могу вернуться домой к своей матери и остаться с ней. Кстати, напоследок, знаешь, почему твоя мама на вопросы на мои отвечать не хотела? Не? Но она не политик. Нет предположений? Да нет, откуда? Нет таких предположений. Она, всегда вроде со всеми общалась, то есть вот при вас же она говорила, что мне вот многие звонили, то есть оповещали где-то, что-то, то есть, может... Знаешь, был такой Навальный? Навальный? Ага. Ну да, знаю, слышал, посадили в Россию. Да. На общий вот режим. Он умер. Ну, умер как? Ну, говорят, умер. Меня не было. не знаю. То, что он ушел из жизни, это факт. Убили его, отравили. То все-таки это доказано. Что? Что он погиб. Что он, как тебе сказать, доказано. Ну, смотри, его посадили в России, да? Ну да, посадили. это я знаю. По ШИЗО, по всяким подвалам тягали. Это доказанный факт. Я не знаю. Но при этом при всем, за день до того, как он скончался, он выходил в суд, и там была видеоконференция. И выглядел он, похуже, чем вы выглядите в украинском плену, конечно, но вполне себе живой, жизнеспособный, скажем так. Угу. А вот на следующий день вот тут раз его не стало. Отравление? Да, по-моему, первая версия, которую выдали Росс-СМИ, отравился колбасой. Это мое предположение. Я не видел лично этого видео, и я вообще не знаю, что там произошло. Да. Я просто услышал, что он погиб. Да. Просто это первое, что мне в голову пришло, что могло Но там я произойти. не об этом. Я о том, что активисты, которые за Навального, начали нести цветы. Начали нести цветы ему тут написано так. Начали нести цветы к Соловецкому камню. Да? В память о Навальном. Активисты начали нести цветы к Соловецкому камню в память о Навальном. Пришли зе-патриоты. Это ультрапатриоты России, которые за войну. Да?
И что они начали делать? Не видел, не знаю. Вот такое. Решением сотрудниками ЧВК «Вагнер» и неравнодушными люди, которые не признают, что память Навального было признано, что цветы оттуда, где находится камень на Лубянке, надо забирать и приносить сюда. Ну, я так и не понял, что там произошло. Ну, положили они цветы, камни. Это все. Нет, сторонники Навального или просто люди, которые пришли почтить память о Навальном, стали нести к этому камню, Соловецкому камню, цветы. А эти, которые назвались вагнеровцами, стали забирать цветы из этого камня вот. и переносить к мемориалу, сейчас я скажу, может быть, мемориалу героев СВО. Стали забирать оттуда цветы и переносить сюда цветы. А людей, которые выходили и выходят в России сказать что-либо, просто бьют и сажают в тюрьму. А еще есть статья о фейке о российской армии. Ваша мама, наверное, об этом знает. А фейки о российской армии – это любая правда, которую можно сказать о российской армии. Ну, я как... Нет, я сидел в соцсетях, но это я вы не уже видел. вернетесь, сами проверите, это правда или неправда, если у вас интернет к этому времени не заблокируют. Ну, не Потому что должны. уже есть. Не, ну есть только определенные сайты могут в России заблокировать. Весь интернет не заблокируешь. Вот определенных сайтов достаточно, если вы и так Ютубом пользоваться не можете. А у нас его запретили разве в России? Нет, у вас его не запретили, но вы могли, наверное, не могли. Могли на зоне посмотреть? Нет. Нет? Ну, все. О чем говорить? О чем говорить? Это называется страна с глубокой военной пропагандой. Когда все, что не вписывается в политику партии, запрещается и преследуется по закону. А вот признаки. Вот первое фото это Берлин 36-го, а фото второе это Москва 24-го. Все должны ходить, выстраиваться единым строем и поддерживать то, что делает власть. А если не будете этого делать, будете подозрительным, сядете. Да. Даже так у нас? Да. А вот когда мы говорили о том, что Россия бьет ракетами, потому что это для кого-то это удивительно, да? Но вот у вас же по телевизору идет вот это. По, скажем так, точности наведения, там буквально сантиметры. Сантиметры. И это касается в том числе и циркона. Да. То есть если стоит перекрестие, можно вот как снайпер попасть в перекрестие. Практически да. Если вот стоит пятиэтажный дом, то мы прицелились в подъезд. То где-то вот, если не в этот подъезд, то в соседний точно летает. По, скажем так, тут... По-моему, у вас не скрывают вообще-то этого. Нет, у вас, конечно, говорят, что бьют только по каким-то военным объектам. Инфраструктура, да, военная. Показал, да, немножко. И можно зайти и посмотреть, что это не военные объекты, не военная инфраструктура. Ну, я видел, да, вы показывали уже. То есть, смысл одно и то же смотреть, только в разных ракурсах, в разных местоположениях. Конечно. Нет, это просто займет очень много времени, бессмысленно. Там слишком много этих видео. Тут проще показать просто фотографии. Но это конкретно Чернигов. Тут ничего такого. Это вы лично фоткали? Приезжали? Ты же на приколе? Нет, конечно. Это какие страны Россия хочет уничтожить? Это тоже тут нарезка видео. Что говорят по российскому телевидению? По российскому телевидению говорят, что надо ударить по Варшаве, по Берлину, там, по Вашингтону, там. Не слышал. Ну, это такое. Поэтому не могу за это судить. Не суть дела, да, не суть дела. А вот этот мне вообще нравится. Дюжев. Ну ладно, не будем смотреть, это немного не в теме. Чтобы вам еще такое показать. Вот смотрите, по задержаниям, да, я хотел показать. Это, правда, уже... Мне просто интересно, вот, например, если там ваша сестра там посмотрит, как она
Как она бы на это отреагировала? Так, сейчас, секундочку. Раз. И вот свобода слова, да? Вместе со своими татуировками. На, возьми. Так, кто-то парень идет на рожон. Пошел с пустой бумажкой. Повторяю, требую прекратить ваши противоправные действия. Все, забрали. У нас люди ходят и высказывают свое мнение по поводу того, что им нравится или не нравится в действиях наших на Украине. Это протокол. Ну вот это вот самое прикольное видео. Прикольно оно еще и тем, что это прямой эфир. Кто-то стримит. Ну это было 2 года назад почти. Это в самом начале. Ну, это начало, это я понимаю, да. Да. Сейчас все еще хуже. Я уже просто не фиксирую эти моменты. Уже надоело. А вот это вообще. Не выходит на митинги и считает, что военная операция, которую развернула наша страна, Но это больше на осень похоже, судя по одежде. меня устраивает. Это шок-контент. Человек пришел сказать, что ее устраивает. Это дальше там содержание и все такое прочее. Ну, может ваша мама высказаться в такой стране? Ну, видимо, нет. Но, видимо, она прекрасно Даже понимает. не видимо, а ну... Видимо, она прекрасно понимает, что ей просто прилетит, если она будет говорить. Ну, да. Все. У вас даже уже методички опубликовали, как со мной разговаривать. Да? Да. Не слышал. Не слышали? Конечно, вы не слышали. Вы о канале моем не слышали. Потому что если бы слышали и посмотрели бы интервью с такими же, как вы, до того, как сюда попали, то, может быть, сюда бы просто не попали. Вот и все. Ну, да, согласен. А самое интересное, что вы бы могли со мной уже и не говорить. Ну да, меня могло И вообще в ни с принципе, кем не здесь не говорить. быть. Уже никогда. Ну да. Что на самом деле очень, кстати, печально. Как есть. Ну, в вашем случае не печально, в вашем случае вам повезло просто. И все, с кем я разговариваю, это те люди, которым повезло. Ну, я надеюсь, что мне повезет еще раз, и я сюда уже не вернусь. Да, хорошо, тогда по окончанию интервью всегда предлагаю стандартно. Есть люди, которые вас знают, да, приятели, друзья, или просто где-то там учились, пересекались, помнят в лицо, да. Скажите им на основании своего опыта, стоит им сюда ехать или лучше не нужно? Я считаю, что лучше не нужно. Почему? Ну, это не стоит того. Не стоит это того, не чего? наша война. И как бы нам здесь делать нечего. Не поймут. Им пофиг, наша война, не наша война. Им по телевизору по-другому сказали. Погибнуть шанс. Шанс погибнуть 98-97%. Шанс, что ты выживешь, это вот 2-3%. Шанс... Что тебя возьмут либо в плен, либо ты затрехсотишься. Из 2-3 вот этих вот процентов шанс остаться вообще совершенно целым? Нету. Ни одного нет процента. Ну ты же остался. Но я с контузией, и у меня также повреждена левая нога. Гематома. А просто без ручек, без ножек вернуться есть шанс? Чайничком таким? 99,9%. При первом прилете, взрыве гранаты, там гранатометы и все в этом роде. Ну вот это вот, возможно, ваших друзей, знакомых, приятелей как-то немножко заставит задуматься. Потому что по телевизору им про войну говорят одно, а... По телевизору правда не скажет. А на самом деле это немножко другое.